каждом спектакле, кроме артистов, задействовано большое количество людей. В проекте с BMW о большом мы сможем посмотреть за подготовкой будущего спектакля. Для начала должна, как всегда, в голову прийти идея. Все начинается с мысли. Сколько времени уходит? Наверное, можно говорить, что среднее время — это 9 месяцев, учитывая те декорации, которые должны быть созданы, написаны, или, может быть, сейчас уже печатают 3D иногда. Есть задача сделать спектакль. Декорация — это уже следствие. И, конечно, в первую очередь, это режиссерский запрос и какие-то главные генеральные идеи, от которых потом все происходит. Костюмы, декорации, свет и все, что мы используем. Поэтому, в общем, главный персонаж — это, конечно, режиссер. Для меня. Для хора, для оркестра, для солистов, наверное, и дирижер, конечно, постановщик, но для меня главный начальник — это режиссер. Декорации — это не то, что я там придумал, меня осенило, я быстренько это все осуществил. Это какой-то длительный диалог. И, понимаете, мы живем не в безвоздушном пространстве. Существует уже некий опыт. Любое название оперное, кроме, может быть, премьеры, это уже некий путь, проделанный до нас. Но так как театр очень подвижное искусство и очень быстро меняющийся, несмотря на то, что это классические названия часто, все равно это совершенно другой спектакль, потому что время поменялось, и невозможно делать спектакль, то же самое название, как ты его делал бы 5 лет назад. Оперный театр — это вообще театр очень честный. В драматическом театре все гораздо субъективнее. Вы скажете, что это плохой артист, он плохо играет, а я скажу, что он потрясающе играет, и это великолепный артист. То есть вопрос вкуса и вкусовщины, безусловно, есть. Это присутствует везде. Но все-таки в оперном театре берет артист эту ноту, может он это петь, и я ничего не могу сказать. Вообще в основе взаимоотношений режиссера, например, и дирижера изначально есть конфликт. Изначально есть. Потому что любой дирижер будет отстаивать музыку, а любой режиссер будет отстаивать театр, ну, грубо говоря. Поэтому идеальный вариант, когда режиссер любит музыку, а дирижер хотя бы немножко любит театр. Сейчас, когда мы с Туганом Сохи ставим оперу «Мазепа», это и для Тугана достаточно новый опыт, и для меня. И поэтому мы вместе как бы пытаемся постигать это. И в данном случае не только я с ним советуюсь, но и он со мной советуется, потому что опера большая, очень продолжительностью даже просто большая. И, конечно, и мне, и ему хочется, чтобы при всем пафосе и великодержавности такой, и мощи этой оперы, все-таки она была современная, динамичная. Есть художественное руководство театра, которое принимает решения, ищет название, предлагает постановщикам, выбирает, кто это должен сделать. А дальше длинный процесс технологический. Дальше это все, так сказать, превращается в чертежи, в описание. Огромное количество людей строят декорации, шьет костюмы. И на нас работает огромный коллектив. Целая фабрика, завод. Очень интересно. Самый крупный в России и один из крупнейших в Европе. Если бы вы сейчас пытались в этом помещении собрать всех, кто делает спектакль, ну, с трудом бы поместились. Это был бы набитый битком зал. У нас был спектакль «Садко». В нем было изготовлено больше 750 костюмов. Это очень много, это большой спектакль. Иногда 200-300. Костюм же нужно создать. То есть сначала его там разработает пошивочный цех, закройщик раскроит, потом он будет приготовлен к первой примерке, его померяют на артиста, потом он вернется обратно в цех. Ну, у нас достаточно большие мастерские и вообще большая художественно-костюмерная часть в Большом театре, крупная. По моему опыту, пожалуй, в Европе самая крупная. Если мы понимаем, что мы делаем спектакль, и мы должны его играть в течение, ну, не 40 лет, но хотя бы 10 лет, они должны быть крепкие. Есть известный портрет Шаляпина, по-моему, работы Головина, где он стоит
в образе царя Бориса в роскошном, расшитом, огромном таком золотом кафтане, увешанном каменями. И существует предание, что этот костюм, думаю, что он находится сейчас в Театральном музее Санкт-Петербурга, что он весил чуть ли там не 16 пудов. А сейчас в нашем спектакле ткани уже значительно облегченные использованы, конечно, уже и другие камни, и костюм этот никакой сложности физической сегодня для певца не составляет. Декорации бывают плоскостные, бывают объемные. То есть это как бы два таких диаметрально противоположных подхода. Плоскостные живописные декорации, которые создают необходимое пространство и объем, то есть иллюзию путем живописного способа, то есть создают перспективу. Как раз вот эта кулисно-подвижная система. А объемные декорации – это так называемые жесткие декорации. То есть они состоят из объемного каркаса и из какой-то жесткой облицовки, росписи. Они могут трансформироваться, двигаться, меняться. То есть плоскостные декорации по ходу спектакля, они могут просто подняться и опуститься. Поэтому, как правило, все перемены происходят за закрытым занавесом. Потому что весь фокус, вся иллюзия улетучивается, когда декорации, написанные на ткани, поднимаются, опускаются другие. Но такие декорации, как правило, используются в балете. Потому что там как раз нужно освободить максимальную площадь сцены для артистов. А для оперных спектаклей, как правило, используется жесткая декорация, где конструкции изготавливаются объемные, то есть перемены могут происходить вживую. Все декорации мы перевозим в специальных контейнерах в виде таких сеток на колесах. И проект идет с тем расчетом, чтобы она умещалась в эту сетку, чтобы ее можно было разобрать на части, которые не превышают размер. В театре они выгружаются в арьере сцены, то есть с задней стороны здания театра. Есть ворота загрузочные, примерно в размер самой стены. Они поднимаются, и туда закатывается этот самый контейнер. Там его разгружают, собирают элемент декорации, который в будущем пойдет на сцену, когда придет время его монтажа. И на лифте опускают его на склад. То есть под сценой есть объемный склад, куда готовые элементы декорации опускаются, укладываются, просто скатываются в какую-то компактную зону, откуда потом, в тот момент, когда наступает день монтажа декорации, на том же лифте они поднимаются и уже устанавливаются непосредственно на сцену. Самый тяжелый спектакль, это у нас где-то около 30 контейнеров. Ну, я думаю, что это где-то около 200 тонн. Театр сегодня – это тысячи самых современных технологий – проекции, свет, звук. В репертуарном театре все положения световые записаны заранее, запрограммированы в световом пульте, и, в общем-то, нажатием одной кнопки у нас положение одного спектакля меняется на положение другого спектакля. По 50% это динамическое оборудование. Наша система основана на том, что есть на сцене 6 софитных мостов, на которых стационарно установлен спектр очень разнохарактерного динамического светового оборудования, которое призвано для любого художника по свету, который приезжает к нам выпускать спектакль, обеспечить его потребности. Если какого-то определенного типа оборудования не хватает, или нужен какой-то специальный эффект, или оно идет в привязке декорации, для этого есть те самые остальные 50%, мобильное оборудование, которое вытаскивается на сцену со складов и подвешивается на конструкциях сцены, на декорациях там, где это необходимо. Работа над спектаклем начинается задолго до того, как к ней подключается оркестр.
Как правило, где-то недели за 3, иногда за 2 берется некоторое количество репетиций только оркестра, у нас они называются корректуры, где оркестр выучивает ноты, то есть то, что мы будем играть во время спектакля. И вот когда партитура уже выучена, тогда мы выходим в оркестровую яму, или исторической, или новой сцены, и начинаем соединять то, что играем мы, с тем, что происходит на сцене. Сцена все время занята, на ней идут другие репетиции. Мы показываем спектакли небольшими блоками, поэтому декорации, в общем-то, уже стоят. Свет уже выставлен, и это дает нам возможность среди дня репетировать там нечто другое. Это может быть оркестровые репетиции, которые нужно проводить именно в объеме исторической сцены, или это могут быть балетные репетиции, но где-то за 2 часа до спектакля уже репетиции заканчиваются, зал убирается, еще раз чистится, приводится в порядок, окончательно выставляется все, что нужно для того, чтобы начать первую картину того спектакля, который будет вечером. Артисты приходят, каждый решает индивидуально для себя сам. Ну, конечно, не позже, чем за 1,5 часа до начала спектакля, но дальше кому-то нужно быть раньше и готовиться, уже сидеть, сосредотачиваться на своем образе. Работа начинается за 2-1,5 часа до спектакля. Все, 3-й звонок. В следующей серии мы узнаем, как традиционный театр может быть суперсовременным. Мы поговорим об актуальных подходах, решениях и технологиях, которые используются при подготовке спектаклей в Большом.